Здравствуйте, друзья! Вот сегодня вот таким обычным бруском я заточу терку, ножницы и ножик. То есть он станет надежным помощником один на вашей кухне, скажем так. И вот начнем. Брусок, этот вот такой вот, уже как бы не новый, старенький, обычный брусочек, мелкий. Возьму вот терку сейчас и начну с нее. Берем пока в сторону мы ножик, ножницы и фломастер. Фломастер покажу дальше, что будет. Вот, беру обычно терку. То есть вот по ходу движения, то есть вы трете, допустим, морковку, свеклу. Я буду просто натирать на терке обычный брусочек. Вот возьму с торца его и стараться вот таким вот образом пройтись по всем вот этим вот отверстиям бруском. То есть торцом бруска. И вот таким вот образом. И сейчас посмотрите, как они начнут, вот эти вот, видите, они сейчас вот такие не светятся. Они начнут светиться, потому что металл мы снимем. То есть... И вот натираю брусочек. Вот смотрите, видите, брусочек натирается. То есть абразив снимается. То есть не вот так вот елозию, а вот натираю, как морковь. Представим, что это морковка у нас. И вот так вот тру. Тут вот это вот бортик вот этот мешает, но я все равно до него дохожу. Вот так брусок не поворачиваю, потому что здесь вот сильно искорябаю, потом ножницы точить. Поэтому вот беру торец, мне его не очень жалко. И вот таким вот образом идет наше натирание. И трем. Видите, абразив он сыпется. Вот так можно. И трем. Стараться все равно как бы немножко под углом, чтобы все захватить их. Одну часть, потом вторую. И затачиваем. Бруском немножко поудобнее, он мягкий. Как бы захватывает частички металла. И это они вместе, частички металла и вот этот вот брусочек, они стачиваются. И вот часть вот этой вот крошки, она захватывает металл. То есть намного лучше, чем, допустим, там взять какую-нибудь твердую вещь. Поэтому я взял мягенький брусок. И вот давайте посмотрим. Вот видите, они вот краешки вот эти вот, они засветились. То есть заточка идет, вот она. Да, она уже острая. Сейчас вот взять морковку, допустим, или она ее прям срежет. Вполне достойная заточка. Он мягенький, идет плавненько, металл снимает. Часть металла вместе с бруском вот удаляется, вот видите? Вот она. С крошкой бруска вот она все сыпется. Все, мы ее наточили. Давайте проверим ее, как мы ее наточили. Вот мы прошлись. Вот взял кусочек вот у меня морковки. И давайте посмотрим, как она наточилась. Вот смотрите. То есть она прям въедается. Все точит. Вот, смотрите, друзья. Все прекрасно. Все, терка наточилась. Заточим ножик на этом же бруске. Вот я намочил тряпочку специально, чтобы брусок не елозил. Ну, то есть вот он, видите, вот я начну точить, допустим. Вот начну чуть посильнее. Он все равно, видите, двигается. Эту тряпочку положил, намочил, и все, и он мертво лежит. Беру ножик, ставлю под угол. То есть вот, да вот как заводом, изготовителем делали этот ножик. То есть вот этот вот подводик. Самую вот эту режущую кромку, вот эту вот часть. Как наточили, так вот я ее сейчас вот и выставляю на камне. То есть угол вот примерно вот такой. Ну, наверное, градусов 15, может чуть меньше.
И начинаю вот такими движениями по всей режущей кромке. То есть от носика вот сюда веду, от носика сюда. И давлю, когда я вот иду на кромку режущую. А обратно как бы можно даже поднимать. Или холостым ходом проходить. То есть давить вот сюда, как будто хотите брусочек нарезать. Точим сначала на одну сторону. Переворачиваем. И та же самая технология. И от носика, то есть носик захватываем, угол этот выдерживаем градусов 15. Ну, то есть на одну сторону 15 градусов. На две стороны будет 30. То есть, а вот сейчас угол между ножом и бруском 15 градусов. А если взять еще ту сторону, то будет 30 угол градусов. То есть делим пополам эти 30. И вот таким движением проходим. Начинаем и на режущую кромку. Можно напополам разделить, как бы немножко. Потом вот эту часть заднюю доточить. И вот точим. Надавливаем слегка. Вот, в принципе, можно ножик заточить. Ножик заточился. Хорошо заточился. Вот, смотрите, на режущую кромку. Ну, конечно, не как стал, как бритвочка, там, когда вот там абразивы меняют, допустим, один брусок, второй брусок, третий брусок, там, позже на пастигое выводит, что он там, допустим, волосы можно строгать. Это обычно вот, поправили и дома там хлеб, колбаску, там, сальцо нарезали. То есть убираем его в сторону. Сейчас будем точить ножницы. Вот такие вот у меня ножницы. Из чего мы начнем? Вот смотрим, вот у нас наши вот кромочки, которыми они режут. Беру фломастер, отмечаю, то есть нам разметка вот эта вот нужна, чтобы нам увидеть, как мы режущую кромку, то есть как она, абразив на ней снимается, то есть как мы ее захватили. Теперь уже брусок надо, тряпочка нам не нужна мокрая. Теперь мы этой же стороной берем. То есть вот смотрим угол, под который они заточены. Стараемся этого же угла добиться при соприкосновении бруска. И начинаем точить. И смотрим, как снимается материал. То есть вот, видите, чернота уходит. То есть я попал в угол. Дальше идем. То есть тоже движение вот на режущую кромку. То есть она вот здесь вот как бы снята. То есть режущая будет вот это вот верхний угол. Верхняя кромка. Ну, вот. Все, мы попали в уголок. Теперь у нас образовался, вот здесь вот мы точили, вот здесь вот образовался заусенец. Вот я даже ногтем его чувствую. Обязательно нужно нам вот этот заусенец снять. А как его снять? Берем плоскость бруска и плоскость ножниц, чтобы четко касалось, то есть никакого угла сейчас не должно быть. Мы сейчас добиваемся плоскости ножниц. Ставим вот так вот ровно, четко. Все соприкоснулось. Просто вот таким вот движением одним. Ну, 2-3 движения мы убираем вот этот заусенчик. Вот заусенец убрать. То есть убрали. Все. С заусенцем они будут плохо резать. Все, мы наточили вот эту часть. Теперь переходим на вторую часть. Та же самая процедура. Вот эти вот открываем, чтобы нам не тернуть бруском. Попадаем в режущий угол, тоже на режущую кромку. Сюда обратно я иду холостым ходом или даже брусок поднимаю. Лучше поднимать. Но если боитесь, что не попадете, тогда в холостую можно проходить. Все. Все, я убрал. Начерченная фломастером, то есть вот она. Теперь переворачиваю. То же самое. Попадаю, значит, в плоскость бруском, чтобы убрать заусенец. Вот он заусенчик. Он небольшой, но есть. То есть плоскость. Брусок ложу на плоскость ножниц. И вот так вот прохожу. 1, 2, 3. Все, ножницы наточены. Вывод из нашего видео, что вот с помощью одного бруска, в принципе старенького,
можно заточить и ножницы, и ножик, и терку. Просто не нужно бояться. Немножко поучитесь, ничего страшного. Но постепенно научитесь. Можно не покупать там много-много всяких брусков, там специальные, там с углами заточки. Просто как бы на скорую руку с помощью одного бруска вы вот проделать можно вот такую вот работу. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал.